Ребятушки, приветствую вас на Аландских островах. Прекрасное место. Здесь делает остановку паром Viking Grace. Один из самых-самых-самых по всем параметрам крутых паромов в мире. Кстати, иди сюда. Это его близкий друг, паром Амарелла. Он не такой крутой, но тоже красавец. Что мы делаем на Viking Grace, что это за паром и почему он крутой, сейчас вам все расскажем и покажем. Устраивайтесь поудобнее. Поехали. Наша, ребятушки, hello, вот наша каюта, да. Первым делом, так сказать, вы прибыли на корабль, первым делом надо заселиться, да. Это, честно говоря, не самая дешевая каюта, это называется Seaside View, то есть здесь есть иллюминатор, а есть каюты, которые смотрят туда, как бы во внутреннюю часть, там иллюминатора нет, там просто картина висит на стене, но они, естественно, дешевле. Все супер удобное, матрасики, полотенца, подушки. У нас, кстати, такая же каюта, есть диванчик. Эта штучка тоже опускается, и можно на ней спать. Итак, 4 спальных места. Полно тут розеточек, выключателей. Можно свет регулировать, включать, как вам удобно и нравится. Ну, загорелось, да. Столик такой есть. Достаточно просторно, кстати, да. Есть у нас ванная. В каждой каюте есть душ, туалет и раковина полноценная. Вот, пожалуйста. И самый интересный факт. Здесь вся вода, абсолютно вся, даже вся, она питьевая, потому что бак один, и вода питьевая поставляется как, собственно, в питьевые краны, так и в обычный душ и в обычный кран. То есть воду вы будете принимать в душе, считать, что кипяченую из источника. Опа, следующий уровень с диванчиком уже. Это каюта премиум, немножко больше. Вот интересный момент. Вот мы сейчас плывем, легкие волны все-таки есть, но тишина. И идеально статично, то есть судно стабильно стоит. Тут стабилизаторы качки автоматические, когда судно понимает, да, оно само понимает, что есть какое-то течение, волны и так далее, выдвигаются специальные стабилизаторы и компенсируют качку до 90%. Мы были вот здесь, сейчас будем вот сюда. Заходим. Большая, конечно, площадь номера, несколько иллюминаторов, кресло, большой диван, 2 санузла здесь, большая вот спальня хозяйская, как это принято, да, халатики. Халатики зачем, да, зачем? Потому что здесь своя сауна, да, действительно. Ну, финны же любят это дело, причем такая солидная. Душик такой тоже можно как-то даже не одному помыться здесь. Что самое интересное, вот весь этот люкс, да, это самый топ. 4 всего таких сьюта на этом пароме вот таких вот, все вот это вот стоит 500 евро, то есть не каких-то миллионы там рублей, да, ну, конечно, круиз-то небольшой, это только Турку, Стокгольм, Аландские острова и Турку, но тем не менее, вот самый-самый люкс, 500 евро. Ребятки, как готовят еду? Это только одна из кухонь, разумеется, кухонь несколько, потому что всего на пароме работает 45 поваров, не считая официантов и так далее. Нам сказали, что в среднем за рейс только горячей еды съедается около 2 тонн в среднем, а за месяц на пароме, на одном пароме съедается около 350 тонн еды. 350 тонн. А вот еще интересное место – это центр управления. Здесь сидит главный инженер, и даже он сейчас вышел, потому что система настолько автоматизирована, что многие параметры она регулирует сама. Допустим, вот скорость. Сейчас у нас скорость 20,5 узлов, и скорость постоянно меняется. И в зависимости от того, где идет паром, через архипелаг и так далее, там разные есть скоростные ограничения, да, на воде, естественно, тоже. Система сама видит, где идет паром и регулирует скорость. Приветствую вас в машинном отделении. Тут всего 4 двигателя. Ударная мощность, скорость одна. Шум просто от
пожаловать на капитанский мостик. Попросили, естественно, ничего не трогать, хотя на самом деле большинство пути судно идет на автопилоте, да, то есть на мостике постоянно находится штурман и лоцман, ночью еще один матрос, а капитан находится на мостике в двух случаях, ну, как правило, это во время швартовки, капитан всегда швартуется сам, и во время шторма. Вот чем управляется этот паром. Но только вот не этим, основной находится вот там, вот этот дублирующий, вот это стик. Называется, у них называется просто джойстик, также скорость, вот здесь вот. Но сейчас все на автоматике, но в принципе вот эта маленькая, назовем это как есть пимпочка, я не буду сейчас ничего трогать, именно она управляет паромом в ручном режиме во время швартовки. А вот нам сказали, что капитан на мостике только в двух случаях. Это когда происходит швартовка в порту, а также когда шторм на море. А все остальное время чем вы занимаетесь? Ну, вы знаете, у меня много бумажной работы, административной работы. У меня есть на судне даже свой собственный офис. И официальное время работы каждый день это с 8 до 4. Это административная работа. Но когда я нужен на мостике, то, конечно, прихожу сразу сюда. А вот скажите, сколько должно времени пройти с момента, вот вы решили стать моряком, до момента, когда вы стали капитаном? Ну, вот у меня весь процесс занял до получения капитанской лицензии 10 лет. Ну, все как обычно, там школа, практика, еще раз практика. В целом сейчас эта профессия востребована, причем по всему миру. Но вы должны быть готовы много путешествовать, много отсутствовать, так сказать, дома. Но если вы любите путешествовать, то, возможно, эта работа для вас. Ух, прохладно, прохладно. Ребятки, вы, конечно же, заметили вот эту вот необычную штуку. Это первый такой паром у компании Viking Line с роторным парусом. Зачем он нужен? Ну, вот если очень вкратце, это цилиндр высотой 24 метра и шириной 4 метра. Если установить его на палубу, то давление ветра на цилиндр многократно усилится. Именно такой эффект позволяет двигать судно с гораздо большим импульсом, чем использование классического громоздкого паруса. Явление называется эффектом Магнуса. Но пока что Viking Line измеряет его эффективность. Hello, да, паром Viking Grace спущен на воду в 2013 году. Он построен специально для обслуживания маршрута Турку, Аландские острова, Стокгольм. Естественно, это не просто паром для перевозки пассажиров и автомобилей. Кстати, автомобилей здесь помещается 550 штук, там две палубы внизу, а пассажиров 2800 человек. Помимо того, что он просто перевозит машины и сокращает, так сказать, время в пути, перевозит машины и людей, здесь огромное количество развлечений. Здесь есть собственное казино, 4 ресторана, паром очень тихий, здесь есть стабилизаторы качки, и мы, честно говоря, уже провели на нем ночь. У вас всегда есть выбор взять каюту, большую каюту, маленькую каюту или не брать каюту, сэкономить денег. Но перегон из Турку в Стокгольм занимает 11 часов, и, конечно же, все это время надо что-то делать. Три палубы на этом пароме посвящены развлечениям. Тут есть рестораны, бары, кафе. Самый большой на воде магазин duty-free в мире. Но если вы, скажем, втроем, то взять каюту будет для вас примерно на 7 евро дороже, чем вот сидеть вот так вот где-то в коридорах. Поэтому имейте в виду. Как мы уже сказали, здесь несколько ресторанов. Есть шведский стол, завтрак, обед, ужин. Есть ресторан по меню, есть вот такое вот кафе клевое. Кстати, мороженое. Где оно? Вот, 5 евро, в рублях это вот столько. Вот такой вот салатик с креветками, между прочим, все свежее, все натурально приготовлено. Здесь стоит 8,50, водичка 2 евро. Ну, кстати, вот цены. Взрослые на завтраке платят 12 евро, шведский стол, все включено. Обед 27 евро, ужин 36 евро, дети 6-11 лет 4,5 евро, 9 евро и 9 евро. Дети до 6 лет вообще едят бесплатно. Мясо, салаты, закуски, рыба, все свежее, очень вкусное. Десерты, чай, кофе не ограничено, все включено. Оно, честно говоря, своих денег стоит. Ребяшки, зацените, какая красота! Обалденно, да.
Да я вам про баки говорю, не про остров. Это 2 бака, 200 кубометров каждый, со сжиженным газом. Да, это первый паром на Балтике, который использует сжиженный газ. Заправка, кстати, баков занимает 40-50 минут. За это время заливается 60-70 тонн топлива, и этого хватает на 2-3 суток. Говорят, что для такого парома, который вот ездит на маршруте Турку-Стокгольм, это вот прям самый оптимальный показатель. Ну и экология, расход и все такое, это, конечно, тут прежде всего. Ребятушки, вот еще интересная тема, да, иллюминаторы. И вы, наверное, подумаете, наверняка это иллюминаторы экипажа. Да, ну что там экипаж, им пофигу. На самом деле нет, у экипажа здесь самые лучшие кабины, потому что пассажиры здесь всего 2 дня, а экипаж работает 7 через 7 или 10 через 10. Более того, нам тут примерно озвучили зарплаты, они очень достойные. Так вот, у экипажа здесь самые-самые крутые условия. Но вот они работают неделю здесь, потом целую неделю отдыхают. Ребятушки, вот такой вот паром Viking Grace, самый экологичный паром на Балтике прямо сейчас. И вы, наверное, думаете, весь этот люкс, роторный парус, рестораны, дискотеки и так далее, куча денег, Стокгольм, вообще что-то такое. 26 евро, каюта, самый дешевый билет. Из Турку в Стокгольм. С машиной 3400 рублей, без машины 1900. На этом у нас все. Спасибо, что посмотрели. Ждем ваш коммент прямо сейчас. Увидимся. Пока.